Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как прошло пробное слияние штатов в игре State of Survival на тестовом сервере. Как вы знаете, в сентябре игра отметила официальную вторую годовщину. Логично, что многие игроки из старых штатов давно ждут объединения. Поэтому давайте посмотрим, как это было на тестовом сервере. Как обычно, напоминаю вам, что это лишь тестирование, и то, как те или иные события будут реализованы на основном сервере, может отличаться. Итак, мой аккаунт был во втором штате. Когда я только вошел в игру, то велся отсчет времени до начала объединения. Со смены игрового дня все игроки второго штата были случайным образом перемещены на территорию первого штата. Мы все не были видны на карте для других игроков до тех пор, пока не зашли в игру. То есть при слиянии не стоит бояться, что когда вы проснетесь утром, то обнаружите свое поселение в огне. Все игроки были под защитой. А теперь поговорим про Альянс и территорию Альянса. Наш союз не был расформирован. Технологии также остались на прежнем уровне. Единственное, что пострадало, это наша территория. Штаб, ловушка и башни Альянса при слиянии были разрушены. Когда R5, глава Альянса, зашел в игру, то он просто заново разместил все наши строения в новом штате. Как вы знаете, все штаты условно делятся на старые и новые по нескольким признакам. Один из них – наличие центров анализа. А где центры анализа, там и сотни башен Союза. Стратегии по грамотному захвату территории вокруг этих центров, фермы Альянса и так далее. На моем канале вы можете посмотреть видео о разнице старых и новых штатов. И сейчас я задаюсь вопросом. При слиянии штатов на какую карту будут помещены игроки? С центрами анализа или же на привычную мне территорию, где все строения ограничиваются Капитолием и бункерами? Дать уверенный ответ на этот вопрос я пока что не могу. Поэтому видео, о котором я говорил чуть ранее, поможет вам подготовиться в случае переноса вашего штаба в новый штат с центрами анализа. На тестовом сервере мы уже давно стоим на новой карте. И поэтому при слиянии штатов лидеру нашего альянса было важно занять территорию, которая будет максимально выгодной с точки зрения борьбы за центры анализа. На здании Капитолия все так же видна информация о прошедших битвах. На бункерах и укрепленных строениях не отображались имена предыдущих захватчиков. То есть событие битвы за крепость началась заново. Если мы попробуем найти на карте мой бывший второй штат, то это не получится сделать. В списке всех штатов он значится как штат, который уже был объединен. А если отдалить карту и попробовать найти его, то на его прежнем месте осталось только серое темное поле, словно пепелище от пожара. Но это не печальная новость, а лишь ответ на вопрос, что же стало со штатом, который был расформирован. В одном из последних отзывов разработчиков они сообщили, что в октябре планируют объединить 12 штатов. В частности, это будут штаты с 7 по 18. Как упоминалось ранее, это будет всего лишь небольшое слияние для проверки стабильности. Конкретное время еще не определено, но разработчики проведут полномасштабное объединение после этого тестирования. По опыту с тестового сервера хочу сказать, что слияние штатов прошло успешно. Никто из игроков не потерялся, а союзы остались на прежнем уровне развития. В рюкзаке накопления не прибавились, но и не уменьшились. Так что, друзья, желаю нам всем терпения и реальных тестов объединения штатов. Подписывайтесь на наш сервер в Дискорде, так как там есть игроки из озвученных ранее штатов, которые первыми будут подвержены слиянию. Вы сможете узнать информацию от очевидцев события. А я благодарю вас за просмотр, ставьте лайки и пишите в комментариях, хотите вы слияния или нет. Берегите себя и начинайте паковать чемоданы. Всем пока!